Я сижу перед вами в одной из самых опасных поз. Положение сидя намного опаснее для вашего позвоночника, чем, например, положение стоя. Сегодня мы с вами поговорим, как препятствовать пагубному воздействию, какие упражнения есть для вашей спины, даже вот в этом положении сидя. Я Эдуард Якупов, врач-невролог с 30-летним стажем, профессор, доктор медицинских наук. Опубликованы результаты очень интересного исследования, что положение сидя равно по своему вреду курению. Почему это так? Ну, многие из вас знают, так что знают, вы сами часто сидите в самолетах, там, в автобусах и чувствуете, как затекают ваши ноги. Они могут стать как подушки здоровенные, они ноют, вам неприятно, вам хочется ими подвигать. И вот появилась уже боль в спине, когда вы кряхтя встали со своего места. Вам это знакомо? Конечно, знакомо. А кто-то из вас потянулся, как сейчас я, и, например, убрал этот столик. Кстати, вот такое движение делать не стоит. Но я сейчас специально выбрал для этого ролика именно стул, а не кресло, чтобы вам показать специальные упражнения. Итак, идеальное положение для вашей спины – это, конечно, положение лежа. В этой ситуации ваш позвоночник полностью спокоен, самая минимальная нагрузка на него происходит. Стоит вам сесть, и она возрастает многократно. Я уже сказал, что она намного больше, чем когда вы встали. Но тут есть известная проблема. Если в положении стоя вы делаете вот это, и в позе подъемного крана вы пытаетесь поднять этот стул, в этой ситуации нагрузка на вашу поясницу возрастает в 8 раз. Вот другое дело, если вы правильно стоите, с правильной осанкой расправив плечи, это классно, это круто. Но многие из вас предпочтут опять кресло, диван. Хорошо, вы не предпочтете его. У вас вынужденная поездка к родственникам на автобусе в течение нескольких часов. Или в самолете вы проводите несколько часов. Или на работе, в офисе. Что же сделать? Как помочь своей спине? Вот простые рекомендации и советы. Первое. Известное правило помидора. Помодоро его называют итальянцы. 25 минут посидел, поработал, 5 минут встал и начал просто двигаться. Помахал руками, ногами. Кто-то скажет, я не могу двигаться в самолете так, я не могу двигаться в автобусе. Тогда сделайте следующее. Сядьте с абсолютно ровной спиной. Постарайтесь откинуть плечи назад, втянуть живот в себя, голову вверх. Вот если вы сядете сейчас подобным образом, как я, то вы почувствуете, как напрягаются мышцы поясницы, и очень важно, что напрягаются косые мышцы живота, напрягаются также мышцы между лопатками. И вот вы сидите так несколько минут. Но я могу сказать, что это вообще поза из йоги. Если вы сядете на пол в таком положении, вы долго не просидите, если вы не занимаетесь йогой или не тренируетесь специально. Посидите так вот буквально секунд 30. Не так, как вы привыкли. Разница есть? Есть. А именно вот таким вот образом. Ну, я вообще за хорошую осанку. Если у вас правильное и хорошо подогнанное кресло, стол, рабочая поверхность, компьютер, то вам не придется сидеть вот подобным образом. Вот это положение тоже будет пагубно влиять на вашу спину. Следующее. Возьмем ситуацию, когда вы сидите в транспорте. Долго сидите в транспорте, в автобусе или в самолете. Сделайте следующее. Сидя, начните напрягать ваши ягодицы. Вот эти самые ягодицы. Никто ничего не заметит. Ну, максимум, может быть, вот если сейчас я это делаю, напрягаю свои ягодицы, и делаете так. Напряглись, 5 секунд, сели. Снова напряглись, сели. Пара минут и достаточно. Следующий момент. Попробуйте пятками толкаться в пол. Вы видите, как у меня начинают напрягаться мышцы бедер. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Минута. И вы почувствуете, как мышцы начнут гореть. Следующее. Стопы. Простая вещь, но она поможет вам избавиться от вот этого тягостного чувства затекания в икрах ваших голенях. А главное, что поможет улучшить кровоснабжение в дистальных отделах
ног в стопах и голенях. Следующее. Сидите за столом, потянулись к одной ноге, к другой ноге. Это, кстати, можно сделать и когда вы летите или едете в автобусе. Только важно, что вы тянетесь к вашей ноге, не согнув спину вот таким вот образом, а с прямой спиной. У вас должна быть прямая, что называется, спина в зоне поясницы. Оп, потянулись. Тут не нужно геройства какого-то, не нужно там дотягиваться носком, просто вот это само движение. Или к обеим ногам. Оп, 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 оп. Ну, конечно, то, что сейчас я показываю, это всего лишь минимальный комплекс, минимальная двигательная активность в условиях достаточно ограниченных возможностей в самолете, в автобусе, в офисе. Но те, кому интересно, то в домашних условиях вы можете выполнять целый комплекс упражнений. Вы их можете найти по ссылке под этим роликом в описании к нему. Этот ролик абсолютно бесплатный, и он подойдет для любого возраста. А теперь в чем же все-таки опасность вот этого положения сидя, кроме того, что у вас затекают ноги? Это субъективные ощущения. Почему я сказал о результатах исследований, ставящие знак равно между курением и положением сидя? Все знают, что курение очень опасно для ваших сосудов, для вашего мозга. А что происходит вот здесь, сейчас, когда вот мы так долго сидим? Кто-то скажет, да все тут понятно, ноги затекают, там кровообращение ухудшается, все верно. Это особенно важно для людей, которые имеют уже проблемы с сосудами ног, варикозное расширение вен. И это, конечно, проблема и опасность венозных тромбозов. А тромбозы – это прямой путь к инсульту головного мозга. И это колоссальная проблема, потому что всегда говорю на эту тему. И есть у нас отдельная лекция, набравшая, по-моему, около 2 миллионов просмотров, что профилактировать инсульт легче, чем его лечить. И одна из форм профилактики – это профилактика венозных тромбозов. Да, можно принимать препараты, безусловно. Можно одевать чулки во время перелетов. А можно подвигать ногами. В любом варианте, в том варианте, который я только что показал. И пусть это мало и только, но поможет вам улучшить кровообращение в ваших сосудах. Кому-то из вас показалось вот это положение, в котором я сижу сейчас, по меньшей мере странным. Ноги на стол поставил профессор. Так сидят иногда американцы, это в их традициях. Мы все-таки так это не делаем, да? Но скажу, что вот это положение позволит вам избежать венозного застоя, венозных тромбозов и в конечном итоге профилактировать тот самый инсульт. Просто вспомните, как часто вы сидите, опустив ноги вниз, просматривая телепередачи дома, разговаривают друг с другом. А попробуйте сесть на диван по-другому. Поставьте ножки чуть выше. Используйте кресло-реклайнер. Хорошо, нет реклайнера, перед креслом поставьте какую-то приступочку специальную, чтобы ноги поднялись чуть-чуть. Вот эта простая рекомендация поможет вам избежать серьезных проблем, в том числе и позволит создать возможность профилактики инсульта. Будьте здоровы, берегите себя. Всего вам доброго.